На лбу у нее было написано имя Тайна. Вавилон Великий, мать блудниц и мерзостей земных. Она пала, столица Вавилон Великий пала. Радуйся, небо, и радуйтесь, святые, апостолы и пророки, потому что Бог, произведя суд, наказал ее за вас. 10 рогов, которые ты видел, и зверь, возненавидят блудницу, разорят ее и обнажат. Они объедят с ней плоть и сожгут ее в огне. Увидев видение о блуднице в Вавилоне Великом, Иоанн сообщает, что он удивился великим удивлением. В то время эти сообщения действительно вызывали лишь удивление. Однако в наше время, когда Вавилон Великий уже существует, за этими сообщениями четко видна всемирно известная организация. В Откровении 12 главе говорится: «На небе появилось великое знамение. Женщина, одетая в солнце, на голове у нее был венец из 12 звезд. Затем на небе появилось другое знамение. Большой огненно-красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах у него было 7 диадем. Хвостом дракон потащил треть небесных звезд и сбросил их на землю, а женщина убежала в пустыню». В Откровении 17 главе описывается продолжение этого видения. «И он унес меня посредством духа в пустыню. Там я увидел женщину, сидящую на багряном звере, который был полон богохульных имен, и у которого было 7 голов и 10 рогов. Женщина была одета в пурпур и багрянец, и украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. В руке у нее была золотая чаша, полная мерзости и нечистот ее блуда. На лбу у нее было написано имя Тайна. Вавилон Великий, мать блудниц и мерзостей земных. И я увидел, что женщина была пьяна от крови святых и от крови свидетелей Иисуса». Стоит отметить, что на первый взгляд в Откровении в главах 12, 17 и 18 речь идет о разных женщинах. В 12 главе создается впечатление, что это верная жена Бога, родившая ему ребенка. В 17 и 18 главах, напротив, речь идет о проклятой блуднице, терпящей Божье наказание. Однако в Библии есть еще одно место Писания, которое ставит все на свои места. В книге пророка Захарии 5 главе описывается очень похожее видение, и сообщается, что женщина, летящая в пустыню, является нечестивой. И становится очевидно, что и в Откровении 12, 17, 18 главах описывается одно продолжающееся видение о том, что женщина по какой-то причине покидает привычное для нее место и в целях спасения перемещается в пустыню. Согласно книге Захарии, она перемещается в землю Синаар. В земле Синаар в древности находился город Вавилон. Еще одно совпадение двух видений. Есть несколько признаков, по которым можно безошибочно определить, кто скрывается за символом женщины. В Откровении 18:16 сообщается, что она является великой столицей. В Откровении 12:5-17 говорится, что она родила потомство Богу, причем конкретно указывается, что это христиане. «И дракон исполнился яростью к женщине и пошел вести войну с оставшимися из ее потомства, которые соблюдают заповеди Бога и совершают дело свидетельства об Иисусе». В Откровении 18:20 сообщается, что она виновна в смерти верных Богу людей. «Радуйся, небо, и радуйтесь, святые, апостолы и пророки, потому что Бог, произведя суд, наказал ее за вас». В Откровении 12:1-3 указывается место, в котором она находится. Венец из 12 звезд на синем фоне. Это флаг Евросоюза. По всем этим признакам уже сейчас можно идентифицировать эту всемирную организацию. Это город-государство Ватикан или католическая церковь. Именно это религиозное объединение имеет статус города или общепризнанной столицы. Она заключает различные союзы с другими странами и имеет своих послов в других государствах. Именно она произвела на свет потомство Бога, христиан. Католическая церковь – самая первая и старшая из всех других христианских организаций. Все остальные, в том числе и православные, откололись в разное время от нее. Именно она жестоко преследовала инакомыслящих в средние века и через инквизицию убивала
в том числе и верных Богу людей, обвиняя их еретиками. Эта мировая столица находится в Евросоюзе, на что указывает политический символ на ее голове – венец из 12 звезд на синем фоне. Можно ли сегодня понять, что должно произойти в будущем, из-за чего она, буквально бросив все, переместится из привычного места Евросоюза в образную пустыню? В 12 главе Откровения сообщается о том, что все начинается с ее конфликта с драконом с 7 головами и 10 рогами. В 17 главе Откровения сообщается, что под 7 головами и 10 рогами следует понимать определенную политическую организацию. Речь идет о буквальных царях. 10 рогов, которые ты видел, означают 10 царей, еще не получивших царство. Они получат царскую власть вместе со зверем, они возненавидят блудницу, разорят ее и обнажат, и сожгут ее в огне. В книге пророка Даниила, 11 главе, приводятся дополнительные подробности. Возвратившись, он разразится угрозами против святого соглашения, и от него двинутся силы, буквально руки. Они осквернят святилище и поставят мерзость, несущую опустошение. Речь в этих стихах, судя по всему, идет ни много ни мало о ядерном ударе по Евросоюзу со стороны одной из ядерных держав. Силы или руки – это ракеты. Мерзость, несущая опустошение – это ядерное загрязнение. В Откровении 12.4 сообщается, что при этой агрессии дракон сбросил треть небесных звезд на землю, то есть уничтожил их. Здесь речь идет о третьей из 12 звезд на синем фоне. Это еще одно указание, что при ядерном ударе погибнет треть Евросоюза. В Откровении 18.8 также указывается, что при этой агрессии женщина будет сожжена в огне за 1 час. Также это объясняет, почему в книге Захарии 5 главе женщину накрывают свинцовой крышкой. Свинец защищает от гамма-излучения радиации. Теперь становится понятно, почему эта блудница так спешно захочет покинуть свое насиженное место. Хотя сам Ватикан погибнет при этом ударе, его руководству, вероятно, удастся вовремя улететь в более безопасное место. В данный момент кажется маловероятным, что какая-либо из ядерных держав захочет нанести ядерный удар по Ватикану и, соответственно, по Евросоюзу. Однако в Библии приводится причина, объяснение, почему так произойдет. 10 рогов и зверь возненавидят блудницу, они сожгут ее в огне. Ведь Бог вложил в их сердца осуществить Его мысль, то есть осуществить одну их мысль, отдать их царство зверю, пока не сбудутся слова Бога. Затем я услышал, как другой голос с неба сказал: «Выйди из нее, мой народ, чтобы вам не быть соучастниками в ее грехах и не подвергнуться ее язвам. Ведь грехов ее накопилось до самого неба, и Бог вспомнил ее неправильные дела. Она говорит в своем сердце: я сижу царицей, я не вдова, и скорби никогда не увижу. За это в один день придут на нее язвы, смерть, скорбь и голод, и она будет сожжена в огне, потому что силен его Бог, судивший ее». Она называется блудницей главным образом из-за союзов с царями, правительствами этого мира, тогда как вместо этого она сама должна образно родить для Бога царство Бога. А так, поддерживая явную незаконную связь с царями земли, она по сути имеет незаконную блудную связь с главным врагом Бога, сатаной дьяволом. То, что все правительства земли находятся под его контролем, видно из следующих стихов. «Тогда, подняв Иисуса на высокое место и показав ему в одно мгновение все царства обитаемой земли, дьявол сказал ему: «Я дам тебе всю власть над ними и их славу, потому что эта власть отдана мне, и я даю ее кому хочу». Все народы пали жертвой вина гнева ее блуда. Цари земли совершали с ним блуд, и странствующие купцы земли разбогатели благодаря ее великому богатству и бесстыдной роскоши. Также она заслуживает осуждения от Бога по причине, о которой написано в Откровении 18:20-24. «Радуйся, небо, и радуйтесь, святые, апостолы и пророки, потому что Бог, произведя суд, наказал ее за вас. Да, в ней найдена кровь пророков, святых
и всех убитых на земле. Для тех, кто мало знаком с греховной сущностью этой организации, посвящен следующий видеоряд. Как любезно, что Артур предоставил покой. Хотя иначе и быть не может. Падре, мне поручено проводить вас в зал. В этом случае мой господин входит последний, и его место должно быть почетным. Сам папа проявил к вам интерес. Он расспрашивал обо всех вас. Обратились ли твои воины в веру Господа нашего или... Они сохранили веру своих предков, я не перечил им. Ясно, ясно. Язычники. С одной стороны, церковь не усматривает в том греха. Но ты, Артур, твой путь к Богу через Пелагия? Я видел у тебя его портрет. Он заменил мне семью. Его учения о свободе, воле и равенстве повлияли на меня. Я давно жду встречи с ним в Риме. А в Риме уже с нетерпением ждут твоего приезда. Год назад Пелагия убили. Германиус отлучил его от церкви и казнил. Ведь Пелагий обличал всю эту братью. Рим, что ты знал? Он не такой. Он лишь в твоих мечтах. Увы, все мы лишь пешки в изменяющемся мире. Варвары со всего света уже на подступах. Поэтому Рим и его святейшество приняли решение оставить рубежи, которые невозможно удержать, такие как Британия. Вы оставите эту страну пиктам? И я воевал зазря? Рим дал последнее поручение тебе и твоим воинам. Поручение? Вы должны отправиться на север и спасти семейство Мариуса Гонориуса и привести в любом случае сына Мариуса, Алекто. Алекто – крестник папы римского и ученик, любимый. Ему суждено стать епископом, а возможно и папой, кто знает. Алекто – это мой сын. И все, чем мы владеем, здесь, на землях, данных нам Папой Римским. Наш долг перед Римом, если таковой вообще был, отдан. Мы свое Риму уже отслужили. Шанс пройти через пиктов на север ничтожен. Святой Отец, как я сумею сказать им, что нас ждет гибель, а не свобода? Если твои конники хорошие воины, возможно, они уцелеют. Если даст Господь. Борс, ты с нами? Конечно, с вами! Одних отпустишь, поубивают! Вы так думаете, а я сказал! А ты, Гавейн? Я с тобой. И Галахад тоже. Неужели ты пойдешь против папы? Рима? Господа своего. Я сражался в интересах церкви и Рима, но верный солдат и дурак не одно и то же, Германус. Ты оставишь беззащитного ребенка, надежду нашей церкви, убийцам на заклание? Я Артур Кастус, командир сарматских конников. Нас прислал епископ Германиус. Что за человек? Староста деревни. А наказали за что? Отвечай! Прогневал господина Мариуса. Львиная часть урожая идет на продажу. Он просил, чтобы нам оставляли побольше. А правда, что Мариус божий глашатай? И что перечить ему грех? Артур, кто эти люди? С нами пойдут. Наша песня спета. In nomine Dei, Patris Omnipotentis et in virtuti Spiritus Sancti. Кто посмел осквернить сей Божий храм? Дела твоего бога? Так он на молитвы ответил. Все язычники! Как и мы. Они отказались исполнить то, что повелел им Бог! Они умрут в назидание другим! За отказ становиться рабами! Ты же из Рима! Такой, как я! И ты христианин! Когда доберемся до стены, тебя накажут за эту ересь! Я был готов умереть с ними.
Да, чтобы наставить на истинный путь. Господь Бог повелел приносить в жертву грешников. Только так их души спасутся. Этот пыток железками. Мне хотели вызнать то, что мне неизвестно. А потом я услышала твой голос. Лишь гибель ждет тебя здесь, Артур! Я прошу тебя во имя мужской дружбы, прошу тебя! Так будь мне другом, не отговаривай. Насладись свободой за нас обоих сполна. Я не уеду с тобой, Ланселот. Теперь я знаю, кровь, что я пролил, гибель, что я щедро сеял. Все вело к этому мигу. Я сгину в бою. Я твердо знаю. Надеюсь, в бою не по приказу. Но если прикончить там, выполни просьбу. Не вези меня на жалкое кладбище. Развей. Сожги меня и развей пепел на восточном ветру.